Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 декабря. Давайте с вами узнаем, что же в последнюю декаду декабря, последняя декада года вообще произойдет, что случится, с чем это будет связано, что в целом ждать или что ждет вас. А немного забегая вперед, хочу сказать, что планетарные транзиты на этот период для нас могут складывать, ну, не совсем такие ожидаемые обстоятельства. И это связано именно с планетарными транзитами. К примеру, вот мы с вами рассматриваем 20 да, декабря период нашего прогноза, но мы словно входим в этот прогноз, кто-то из вас может входить, когда, допустим, ваши дела, какие-то намерения, цели, планы встали на паузу где-то в районе 12 декабря, плюс-минус пару дней. И вы уже что-то инициировали, может быть, было обещано, или какое-то согласование, важная встреча, и здесь вдруг какая-то заминка. И вот к этому нужно относиться совершенно спокойно. И уже 21 декабря мы можем получить известие о том, что нет, все-таки наше дело продвигается. Или мы можем получить какой-то документ, или мы можем известие, опять же, получить. Это все равно, ну, своего рода итог. Может быть, мы и продолжим чем-то заниматься, но это будет тогда в контексте, что мы подводим эти все-таки итоги, и для нас это будет какой-то прогресс. Но уже 28 декабря тут опять может быть пауза. Вот такое время, да, вибрирующее в таких энергиях для нас создает как время без навигации, словно на ощупь, мои дорогие. Поэтому примите это где-то спокойно, если вот эти заминки в вашей жизни происходят. Ладно, пойдем вперед. Это у нас колода Таро Евы. Ева – это имя автора, автор – доктор, поэтому мне очень близка эта колода. Достанем 3 карты, 3 знака судьбы, потоковая информация, что вам нужно услышать, что важно знать. Первый знак судьбы, второй знак судьбы. И что же там вам важно услышать, знать, третий знак судьбы, на что обратить внимание, или, может быть, это и сфера жизни, в которой вам доведется принимать важные решения. Вторая колода ведьмочек. Так что же там случится, что там произойдет? Давайте узнаем, достанем одну карту, что идет в вашу жизнь, что спешит на ваш порог. Вторая карта. Неожиданности. Может быть, это как важный звонок или какая-то правда открывается, да, дополнительная информация. Или, может быть, от человека зависит это, да, ну, человек появится, или кто-то вам позвонит, напишет. И третья карта. Что вас будет радовать, мои дорогие весы? К чему это все идет, зачем было нужно, ваша сила вот в чем? И достанем 3 карты по основным сферам жизни. Первое – это у нас любовь, личная жизнь и в целом взаимоотношения. Чего ждать? Что ждет или чего ждать сфера финансов, мои дорогие? И что ждет сфера ваших достижений? У кого-то документы, у кого-то учеба, важные встречи, согласования, ну или ваши планы тоже. Давайте будем узнавать. И первая карта – королева свечей. Если мы рассматриваем как знак судьбы, вот вам сейчас, ну, как будто хранить молчание. И это не значит, что мы как абстрагировались, закрылись от мира. Нет, тут наоборот, внимание к вашей персоне. Много людей, много информации. И отличает королеву свечей, ну или королеву жезлов, имеется в виду, как ваши 2 приоритета основные. Это правильная работа с информацией, раз, и правильное распределение финансов, 2. Вот, видимо, 2 эти составляющие, как знак судьбы, на что вам придется обратить внимание. Достижение, конечно. И это у нас где-то прообраз, может быть, и бизнес-леди. Для вас, мои дорогие девочки, какое-то ваше творчество, вдохновение, может быть, и хобби, подумать о том, чтобы, допустим, пусть это было раньше хобби или какой-то интерес, а тут создать для себя уже какую-то и материальную основу под этим. Может быть, это вы только задумаетесь, будете продумывать первые шаги. Но это еще и какие-то другие ваши планы, и, видимо, вот эти 2 основные направления как знаки судьбы. Может быть, вот в этих энергиях
Ведь всегда это карта сильного человека, который проходит очень сложный путь проб и ошибок, когда словно жизнь несколько раз, вот так раз за разом ставила на колени, а вам приходилось подниматься. Это относится уже ко всем. Все же по полу карту мы не рассматриваем. Больше архетип. Хотя я допускаю, что в вашей жизни может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Это у нас Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. Это могут быть и люди такие харизматичные и яркие, которым вы можете испытывать страстное влечение. Почему нет? Вот я такое могу допускать. Когда с этим человеком хочется и познакомиться поближе, узнать друг друга получше, быть, да, тоже где-то, ну так, это контакты как будто на более такой узкой основе, да, ну вот есть такой момент. Магнетизм, безусловно, присутствует. Но если мы говорим, как для вас знак судьбы, то, ну вот, некоторый рационализм. Пусть вы, допустим, даже у вас в ваших намерениях присутствует или планах большая какая-то общность людей. Но это не значит, что мы пытаемся всем как-то угодить или со всеми быстро провзаимодействовать. Нет, тут мы немножко сами по себе, потому что харизматика, она в вас присутствует. Но вы и так будете притягивать, вы будете как магнит. Но кто вам нужен, кто для вас важен, это вам еще предстоит для себя самого или самой сформулировать. И финансовая все-таки сторона вас где-то, карта говорит, будь внимателен, потому что вполне вероятно, по вашим планам, в скором времени деньги как раз и понадобятся. Но тут, в принципе, удачливость какая-то проходит. Да это точно, смотрите, паж свечей. Это как новый проект, новое какое-то начинание. Это может быть для кого-то из вас, посмотрите, такие красивые солнечные карты. Это, знаете, воодушевление, это какой-то душевный подъем. Это когда вы понимаете, ага, вот это вот точно, вот этим делом стоит заниматься. Это может быть и важное решение. Пажи это у нас всегда вестники, поэтому информации у вас будет много. Скучать вам не будет некогда, мои дорогие весы. Вас это будет и завораживать, и словно, знаете, такой вот вихрь желаний внутренних, что у меня как будто лед тронулся. Да, вот есть такая поговорка. Ну, может быть, вот прежде была какая-то пауза, пусть тут идет все своим даже чередом, но вы внутренне уже чувствуете, а нет, тут нет какого-то застоя. И даже если где-то планетарно, да, вот у нас создаются те или иные заминки, но вы на это смотрите уже так более с мудрой позиции, с мудрой стороны. Попажу, иногда проходят наши дети, может быть, и вопросы, которые связаны с вашими детьми или взрослыми детьми. Но ведь это еще карта, когда мы выбираем словно новое направление. Вот кто-то из вас будет готов что-то изучать, потому что, ну, есть какая-то стезя или, может быть, наука даже так, когда вы понимаете, или знаний недостаточно, или в этой области я недостаточно силен или сильна, потому что все же пажи– это и есть какая-то инициация. Инициация в новом деле. И нам уже предыдущая карта говорит, что игра стоит свеч. Вот буквально так. Такой знак судьбы. Становление мага, мои дорогие. У вас выпадает карта мага. И все то, что я сказала. И то, что я сказала планетарно до карт, видимо, на вас это каким-то образом оказывает влияние. Будут явно те события, люди, с которыми, если люди, не стоит торопиться, а в событиях не стоит торопиться с вашими вердиктами, окончательными решениями. Явно не в этот период. То есть вы для себя можете определяться. Но сказать, что вы кому-то что-то обещаете, скорее нет. Тут нужно быть магом и волшебником. Карта не исключает, что и у вас могут создаться обстоятельства или ситуации с определенными людьми, когда эта персона для вас тоже обладает магнетизмом, но это не тот человек, о котором вы все узнаете. Это тот, и, кстати, карта королева свечей, ведь она тоже подразумевает, пусть не в этой колоде, в классических колодах всегда возле королевы черный кот. Но это как прообраз того, что она умеет хранить тайны свои и чужие, и карта мага. Явно присутствует какая-то персона в вашей жизни, которая себе много не расскажет, и вы никогда не узнаете, что же задумал человек. Может быть, это даже по вашим делам, вашим каким-то проектам.
вы будете общаться с разного рода людьми, и вы тоже не можете просчитать, кто какие имеют цели, намерения, или будет использовать какие-то методы. И поэтому вам нужно быть готовым к неожиданностям, мои дорогие, как и девочки, так и мужчины. Но это для вас становление мага. Магами не рождаются, ими становятся. И чаще это именно те люди, которые проходят, ну, совсем непростой предыдущий период жизни. Как будто жизнь в некоторых сферах словно ломает, заставляет избавиться от каких-то стереотипов и шаблонов. И в последующем вот так ваша сила формируется, мои дорогие. И пусть это даже, да, ломка происходит, а у нас Уран в Тельце, и, понятно, вы не относитесь к знакам зодиака стихии Земли, но вы можете это ощущать, этот период, так немножко, если мы о планетарных транзитах, поскольку Телец управляется Венерой, точно так же, как и вы. Вы можете этот период чувствовать как-то острее, что если я буду действовать так, как раньше, ничего не получится. Все без толку будет. И мне нужно перестроиться. Время вашего расцвета, силы, вы к нему приближаетесь, и он будет происходить, знаете, это как какая-то перезагрузка может быть мощная в течение мая или даже с конца апреля месяца. Это немножко наперед, да, в 2026 год, потому что две планеты трансформации у нас как будто будут находиться в знаках зодиака стихии воздуха. Так вот, у нас Уран перейдет в Близнецы, а Плутон уже в Водолее. Но вот 26 апреля в 26 году здесь произойдет как раз это событие. И поэтому конец апреля, май — это, ну, где-то будьте готовы к какой-то перезагрузке. Я не буду останавливаться долго. Перейдите на мой сайт, у меня есть разного рода статьи. Коридор возможностей, 26 год. И есть кармический гороскоп до конца 2025 года, до конца декабря. Перейдите, прочитайте, потому что вот что касается кармического гороскопа, это не просто очередная статья, это как кармические уроки. Это, знаете, как четкие знаки, которые будут для вас важны именно в 26 году. Вот перейдите, прочитайте на моем сайте, я думаю, подсказок будет больше, мы пойдем вперед. Так что же там случится или произойдет? Будьте готовы к неожиданностям. Вот где-то я об этом говорила. И, может быть, вам придется даже в этот период до 31 декабря с 20, когда быстро куда-то собраться, отправиться, может быть, и налегке, рассмотреть какой-то новый альтернативный вариант или какая-то неожиданная новость, информация. Вам нужна аналитика, вам нужно тут, с одной стороны, и анализировать вот так вот хладнокровно, и с другой стороны, может быть, и перемещаться тоже. Вот какая-то перезагрузка. Это может быть как какое-то приглашение или какой-то вариант возможностей, который прежде вы не рассматривали. И здесь действовать все-таки вам придется. Может быть, вы будете что-то перестраивать, переделывать. Все же Уран в ретро может больше свидетельствовать о том, что нам пространство, Вселенная возвращает те вопросы, когда мы должны именно с приставкой «пере» что-то переделать, переиграть, переиначить, реструктурировать, переписать. Может быть, переписать какой-то отчет. Ну, тут мы все разные, мои дорогие. И это может свидетельствовать о том, что для вас это тоже какое-то очень важное знаковое событие, и вам придется, ну, не бездействовать, это точно. Неожиданности. Да, точно. Какая-то поездка. Может быть, вы это и планировали, а тут сроки могут смещаться. И они могут смещаться как в плане переноса на последующий период, а будут и те моменты, когда буквально, допустим, в нашей жизни такое бывает, звучит звонок, да, и нам говорят, или пусть это даже связано с работой, руководитель говорит, ты знаешь, ну вот выручи меня, вот нужно было какие-то отчеты там, допустим, или важные какие-то бумаги там подготовить, и может быть и не одно, а этих 10 бумаг, ну такое бывает, я думаю, кто-то со мной согласится. И вот это все нужно было подать вчера. И я не могу вот ни на кого опереться, а вот только на вас. Вот кому-то будет такая, ну или подобная задача, когда только я в моменте здесь и сейчас. А может быть, это тема, которая касается вашей личной жизни или
Все-таки по мечам тут больше наше устремление. Ну, для кого-то, может быть, это поездка, которая связана и с релокацией офиса или вашей работой, потому что по шестерке мечей вообще это карта заслуженного успеха. Это как-то воздействует на ваш успех или какой-то план. Вот тут, знаете, как тысяча дорог в одной точке, причем в той точке, которую вы не предполагали, могут сходиться. Или что-то может, как инициация, начинаться со звонка, сообщения, какого-то услышанной как информации или какой-то новости, сообщения, опять же, да. Вот что-то как будто, если мы говорим о колесе истории, вот пусть оно со скрипом, но тем не менее какой-то пункт перезагрузки, он у вас будет до 31 декабря. И вы не можете это проигнорировать. И да, вот вам придется, как этой королеве свечей и как этому магу, может быть, сразу закрывать некоторые пункты или что-то и перестраивать, и договариваться, и куда-то отправиться, может быть, и подписывать. Но это все для вас имеет какое-то продолжительное на последующий период значение. Это все ведет к вашему успеху. По сути дела, первые шаги в неожиданностях к вашему успеху. Вот вам выпадают такие карты. И предыдущая, будь к этому готов. Не упусти момент, потому что все начинается, как будто что случится, что произойдет. Мы такой вопрос с вами задали. И для вас, мои дорогие весы, это то, чего мы не ожидали. То есть мы где-то уже планы составили, нам уже что-то понятно, и вдруг, как по щелчку, что-то происходит, что-то, как перетурбация какая-то происходит. И если мы упустим время, мы упустим возможность. Что вас будет радовать? Ну, может быть, это связано даже с личной жизнью или с деньгами. Дьявол, да, карта такая серьезная. Вообще, это карта материализма. Вот, кстати, любая карта имеет и плюсы, да, и есть и обратное значение. И по аркану дьявол– это наша физическая сила. 15-й аркан нам помогает именно физически преодолеть усталость или когда как многозадачность, но тем не менее мы с этим справляемся. Эта карта также будет говорить о том, что вы можете, допустим, получить деньги или какой-то финансовый вопрос решить, но нужно быть очень аккуратному. Для кого-то эта карта будет говорить о том, что могут быть такие побудительные мотивы сыграть в лотерею. Примите к сведению не один мой расклад, и когда выпадает, да, вот момент какой-то, когда удача, да. Но в моих раскладах это не про удачу. Вот когда мы говорим именно с позиции лотереи, тут наоборот мы можем все в ноль проиграть. Я бы сказала, на весь период Плутона в Водолее легкие деньги опасны. И карта где-то дьявол нам говорит, не играй в такие игры, иначе эта игра в любой момент может перейти в опасность, а ты этого даже не заметишь. То есть, если мы все на кон поставили, то мы можем получить что-то обратное. Поэтому вам говорят, что вам нужно, вас что-то может вдохновлять, воодушевлять, но все имеет как медаль две стороны. Вот интересно, мои дорогие. Деньги вы можете получить в том случае, если это заработанные, какие-то вам принадлежащие, как гонорар. Среди вас много творческих людей. Может быть, где-то гроши загуляли. Ну, бывает. Но, значит, здесь все-таки, ну, как какая-то справедливость будет. То есть вот, может быть, этот какой-то ожидаемый платеж вы как раз и получаете. Давайте я дополнительную карту. Это нам о чем? У кого-то страстная любовь, туз кубков, какие-то радостные новости или какая-то приятная информация, признание в любви. Но все-таки будем реалистами. Карта дьявол говорит, именно страстная любовь, мои дорогие, с учетом туза кубков. А не стоит замечтаться. Видимо, не время принимать какие-то решения. Может быть, это своего рода такая, знаете, перезагрузка и испытание одновременно, когда хочется расслабиться. Ведь это всегда карта зависимости, мои дорогие. Поэтому разного рода зависимости вас обрадуют. Да, нам приятно. То есть мы где-то не должны подзастрять в то, что нас радует, или в том, что нам приятно, или пусть в каких-то приятных эмоциях вам все-таки говорят не случайно две карты. Вы можете с этими магами столкнуться, вы можете реально столкнуться с человеком, который говорит вам то, что приятно слышать, но на самом деле
истина где-то рядом. У вас как может быть такого своего рода испытание? То, что радость у вас будет, это совершенно точно. А вам нужно вот так хладнокровно. Может быть, вам дан какой-то человек, как экзамен жизни, но, значит, он вам для чего-то нужен. Тут можно, ну, как, можно вдохновиться моментом или какие-то правильные социальные связи построить, но замечтаться все-таки нет. Давайте посмотрим, чего ждать в сфере личной жизни. А ведь и правда, тут с учетом ретро-урана, может, человек из прошлого или с теми людьми, ну, с которыми мы уже как бы провели демаркационную линию, вдруг о себе напомнить. Или это те люди, о которых мы забыли, которых мы, может быть, даже и не ожидаем. А вдруг тут будут какие-то предпосылки к тому, чтобы продолжение отношений. Или это пытается кто-то, может, вас поздравить, да, и таким путем продолжить уже какую-то концепцию, да, взаимоотношений. Почему нет? Потому что по восьмерке жезлов неожиданная информация. Да, она может быть сопоставима, к примеру, пусть это на личную жизнь, но все-таки не всегда про любовь, да, жезловые карты, дела, работа, бизнес. И может быть, это личное дело, творчество, когда тут и личная жизнь, или вопросы дома. Вам придется как-то соединять с вопросами работы. У кого-то работа на дому, может быть и так. Или личная жизнь, когда она где-то зависит от документов, да, или каких-то важных согласований, или от подписания, может быть, важных бумаг, и от этого личная жизнь тоже будет либо перестраиваться, либо пересматриваться, или, по крайней мере, какие-то детали. Вот здесь может быть неожиданная новость, и, кстати, по восьмерке жезлов в некоторых колодах трансформация прописана. И когда нам тоже нужно все то, что я сказала, неожиданно вот мы получаем что-то, и нам нужно этот момент словно ухватить и что-то сделать. Куда-то отправиться, может быть, и налегке. Не потерять эту возможность. Будьте готовы к этому, мои дорогие весы. Что ждет в сфере финансов Луна? Ну, будем говорить, тут сказать, что вы можете по деньгам расслабиться, ни разу. По аркану Луна – это 1000 неопределенностей. Может быть, у кого-то из вас сейчас как раз такая ситуация по деньгам, когда либо платежи задерживаются, либо происходит что-то в денежном эквиваленте не совсем ясное, для вас понятное. Вы можете это просчитать. Вот смотрите, но я тут больше вижу все-таки дьявол в сочетании с тузом кубков вас может радовать. Поэтому деньги вы как будто получаете, но с учетом аркана Луна не тратить. Правда? Кто-то скажет, ты что, как не тратить? А подарочки? Все-таки Рождество, праздники, правда? И новогодние праздники, как не потратить? Мы уже, может быть, и приготовились кому-то сделать подарки любимым людям, да, нашим близким. Но, видимо, вам как-то больше карта призывает к тому, чтобы ограничиться знаками внимания или подарками такими. Тут как бы ваше участие будет важно. Ваша эмпатия, ваши на словах даже добрые искренние пожелания, а вот деньги важны вам. Карта Луна не говорит ни разу о том, что мы тратим на что-то, потому что мы потом можем пожалеть. Пожалеть, потому что для вас деньги будут нужны, важны, а вверху у нас шестерка мечей, потому как в неожиданностях и на кону ваш успех. И может быть для того, чтобы осуществить какую-то поездку банально, вам эти деньги потребуются. Или какие-то оформления, какие-то выплаты, проплаты. Да, вам тоже придется сделать, чтобы для себя словно какой-то поднять шлагбаум и переступить определенную черту. Но я так иносказательно говорю. Поэтому по Луне вот четко на деньги, как будто вы их получите, но эту сумму нужно сохранить. Зачем вы пока не увидите до 31 декабря? Потому что карта Луна всегда говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Но пока зачем это нужно? Это непонятно. Поэтому не взять кредиты вдруг, например, да, нам карта это об этом говорит. Не покупать что-то такое глобальное, не приобретать. Может быть, потому что либо у вас что-то поменяется, но вы можете оказаться в зависимой ситуации из-за денег. Будьте внимательны, мои дорогие. А если какая-то персона, может быть, требует от вас, да, тоже вот участия или пытается вас, да, все-таки аркан дьявол серьезная аркан, через какую-то игру
Всяко бывает, да, так вот, чтобы... У кого-то может проиграться, посмотрите. Интернет-знакомство, я такое допускаю. Будьте аккуратны, мои дорогие. Должна сказать тогда аркан дьявола, это как предупреждение о том, что вы можете, ну, к примеру, на скамеру попасть, и причем существует как у лицея женщин, так и мужчин. Написать можно многое, рассказать можно тоже все, что угодно о себе, но со всеми общениями на расстоянии будьте как вы внимательны. Может быть, где-то карта предупреждает о том, что если кто-то, как персона, ну, требует вашей помощи или вашего участия, сузьте до минимума или думайте о себе по части финансов. Ваши достижения. Еще один паж. Как и свечей, так и пентаклей. Это у нас жезлы, да, и все то, что я говорила. И вот эта карта, обратите внимание, да правда, тут вы какую-то новость получаете, и словно выбор вам нужно делать. Касается вашего успеха, достижений, как будто куда-то отправиться, тоже предстоит. И опять же, пажи, вестник– это новость, информация, сообщение, бумага. А может быть, кто-то из вас будет вынужден маршрут свой перестроить. Для кого-то вы собирались в одно место, а поедете в другое. Собирались в одни сроки, а эти сроки вам придется как-то смещать, переносить. Может быть, какая-то многозадачность для вас тут, ну, будет формироваться. И как вы будете действовать, вам нужно очень рационально где-то пошагово продумывать. И причем вот этот тезис-план, может быть, и стоит прописать по пунктам А, Б, С или какие-то планы. И быть готовым это корректировать. Пока вот этот успех, да, он впереди как будто вас ожидает, но вам совсем, как и с людьми, так и с событиями, так и с новостями, вам нужно правильно взаимодействовать. И с деньгами тоже. Собственно, мы об этом говорили по аркану королева свечей. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Переходите в телеграм-канал. Я создала телеграм-канал, и на нем я попыталась соединить и намереваюсь это продолжать. Контент как из 3 моих YouTube-каналов, так и с моего сайта. И, может быть, для кого-то в одном месте вот эти ссылки, да, они будут более удобны. И переходите, подписывайтесь, буду вам искренне рада. А я вас люблю, мои дорогие весы. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. С Новым годом вас, мои дорогие весы. Пусть сбываются ваши мечты, маленькие и большие.